Алло! Алло! Фу. Алло! Как вы там, потомки? Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid, и прежде всего поздравляю всех с 12-м прошедшим апреля, с Днем космонавтики. К сожалению, мы не успеваем выложить ролик именно на праздник, потому что мы в этот праздник прямо сейчас его и снимаем, поэтому все трушно. Я посетил специализированный, засекреченный, потому что там нельзя снимать видос ни в коем случае, в консервной банке же, завод по производству космической еды, и в этой коробке находится не просто еда, а та еда, которую мы с вами ни разу не пробовали. Давайте распакуем, посмотрим. Вот оно, ребят, смотрите. Этого в обычных магазинах не купить. Давайте разбираться. Вам может показаться, что этого много. Мне так не кажется, потому что тут все логично. Ну, смотрите, консервные банки. Ладно, это понятно, отдельный разговор. Основные блюда, естественно, супчики, 2 штуки, щи и борщик. Сразу 2 первых блюда — это немного. Тут вторые блюда у нас идут. Здесь напиточки. Посерединке у нас хлебная продукция, в том числе и печенюхи огромное количество. А тут космические вкусняхи. Есть один важный момент. Это штучное производство, поэтому да, дорого, да, на это работают целые НИИ, но зато мы получаем качество и готовое решение, которое экономит космонавтам и время, и силы. И в пределах планеты время не менее ценно, особенно когда машине пора к механику. Поэтому экономьте свой основной ресурс, получая только лучшие предложения для ТО вашего авто на Автоспот. В очередной раз пришло время пройти ТО на нашем автомобиле, и первым делом я проверил актуальные цены, чтобы вообще понимать, сколько это сейчас стоит. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький японец или новенький китаец, цены есть на все авто. И я был очень удивлен, что разница в цене может составлять даже 10 тысяч рублей на точно такие же работы, а это, как вы понимаете, немало. Поэтому, если у вас подходит время пройти очередной ТО, то всегда смотрите цены и скидки на Автоспот. На этом бесплатном сайте вам нужно лишь выбрать свой автомобиль и какое ТО планируется. Далее появляется карта с ценами, выбираем лучшее и записываемся в 2 клика, чтобы зафиксировать за собой скидку. Причем тут все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, поэтому с гарантией будет полный порядок. Ссылку на Автоспот я оставил в описании, а для того, чтобы скидки были всегда под рукой, можно скачать и мобильное приложение Автоспот. Ну а мы возвращаемся к еде. И давайте наконец-таки начнем трапезничать. Естественно, с первых блюд, как водится, это тут щи и борщ, но есть одна проблема. Видите, какая упаковка странная? Это не просто так. Дело в том, что в космосе у них там не существует тарелок, и они не могут себе приготовить блюдо классическим образом. У них там есть отдельный сосок, они туда вставляют, наливают воды, кипятка, и они готовятся и отсюда с трубочки посасывают. Поэтому нам понадобится вот такая пластиковая трубочка и шприц. Чтобы приготовить блюдо, необходимо отрезать верхнюю часть пакета. Внутри находится что-то наподобие клапана. Вставляем прямо туда трубку, чтобы было удобно. Набираем указанное количество воды в шприц и заливаем внутрь. Сублимат начинает активно взаимодействовать с водой, и чтобы это ускорить, можно взболтать пакет. Супчик, в принципе, готов. Осталось только вынуть с другой стороны пакетика вот такую трубочку. Меня переполняют ощущения и слюна. И давайте уже начинать есть, естественно, с борща. Выглядит следующим образом. Ну, в принципе, ничего не понятно, и из пакета, внимание, капает. И он как сложно-то. Пошло.
Тебе везет, что я занят, сука. Все. Это не просто борщ. Это борщик, во-первых, с копченостями, это чувствуется. А во-вторых, он очень жирный, на удивление. Очень насыщенный, очень мясистый, очень по-домашнему. Супер. Очень мало. Поэтому здесь есть щи. Ну тут уже удобнее и привычнее бы их приготовили специально. Обрезал сосок, блядь. Здесь и картошечка, и зеленушка, и капусточка, и, естественно, мяско, причем огромное количество, и морковочка, и это пахнет удивительно. Очень кисло. Погнали. Этим невозможно наесться. Опять же жирненько. Самое главное, ребята, это жир, энергия. Да, блин, я даже не знаю, это такой же борщ, только чуть-чуть подкисленный. Как будто бы сюда капусточку квашеную добавили еще. Это заоблачная десятка. Господи, я совсем забыл про хлеб. Внимание, эту продукцию разрабатывает еще Советского Союза, судя по всему, ГосНИИ хлеба. Есть отдельное здание. В этом здании работают люди, они получают деньги. И они с каждым годом пытаются, я так понимаю, усовершенствовать хлеб. Ну, давайте начнем с простого. Хлеб столовый. Это, знаете, что-то между. Не черный, не белый. Вот он такой, столовый. Мягкий. Ну что? Ой, кислый. Ну, он столовый. Его посолили, наверное. Не, вы что? Отличительная фишка этого хлеба в том, что он специально сделан такими микробулочками, которые вот на один зубок. Чтобы не крошились. Все правильно. Крошки представляют опасность. Давайте продолжим. Беленький, то бишь пшеничный, сдобный. Погнали. В церквях такие маленькие булочки дают по праздникам бесплатно иногда. Вот то же самое. Абсолютно безвкусный хлеб. Ну и остался у нас самый красивый, текстурный, московский ржаной. Выглядит, конечно, заглядение, аж блестит. Поэтому сразу 3. Да, где-то там в глубине, когда ты уже проглотил, послевкусие ржаное проявляется. Вот это приятное, ни с чем не спутанное. Но когда ты это ешь в моменте, это почти что то же самое, как и все остальное здесь. Он очень влажный. К этому быстро привыкаешь, поэтому... Нормально. Можно поднять общий балл до 6. Погнали дальше. Так, передо мной собрались вторые блюда. Моя любимая упаковка. Знаете почему? Можно ни с кем не делиться. Вот ты просто залил и посасываешь себе, все. А кто у тебя попросит? Никто. Вот и у меня то же самое сейчас очень удобно. Значит, творог, салат, омлет и грибы. Погнали готовить. Делаем все то же самое, что и с борщом. И пока вкусняхи готовятся, я покажу вам редкость. Ребят, это образцы космической еды СССР 1985 года. Я сумел достать 2 блюда и хлебушек. Даже не спрашивайте откуда. Удивительно здесь то, что по сути ничего не поменялось. Хлеб такой же, да и блюда в точно таких же упаковках, что и современные. И только представьте, этот деликатес не видел воды и света 40 лет. Ну, за это же можно лайчонок накинуть, правда? Где вы еще такое увидите? Конечно, все это давным-давно испортилось. Я это взял для того, чтобы продемонстрировать стабильность. Вот они, настоялись. Давайте начнем с творога, который выглядит следующим образом. Вот просто берешь и наслаждаешься. Я нигде такого не пробовал никогда. Огромное количество сахара, замечательные вкусовые данные самого ореха. Ничего лишнего, он там у тебя где-то на зубах не скрежетит. Он мягенький. Оно закончилось. На данный момент, ребят, это самое качественное, самое лучшее, самое вкусное блюдо, которое я сейчас пробовал. 10. Остановиться невозможно. Двигаемся дальше. Салат из зеленой фасоли. Непонятный, при этом насыщенный, мутновато-горохово-соленый запах. Вот так это можно объяснить. Вот, выглядит оно тоже не особо презентабельно, но ради вас, погнали. Это салат. Ну, если представить, что это свежее,
Наверное, все-таки да. Тут даже я маслица ощущаю подсолнечное. Да, что-то есть. Помидоров не хватает. Я придумал, вот такой букет делаешь, оно вверх поднимается. И при нашей гравитации есть очень удобно. Я не знаю, где здесь фасоль, но просто траву ощущаю. Зато натурально. Поэтому по баллам ставлю 6. Следующее блюдо – долгожданный омлет. На самом деле мне интереснее всего на него посмотреть, потому что обратите внимание на текстурку. Вот он действительно готов. В отличие от всего предыдущего, где там половина где-то не впиталась, еще что-то, вода осталась. Тут отлично и пахнет, да, яйцом, белком, вот свежевываренным. Правда, вот структурка немного под вопросом, потому что если здесь оно, видите, такое рыхлое, то в космосе оно при вскрытии наверняка разлетается. Причем тут же нет никакого сосца, чтобы отсюда это достать. И в космосе тоже отрезают и как с тарелки едят, вот как я сейчас. Представляете, что там? Вот все, оно улетело уже к соседям, к американцам. Охренеть. Космонавт. Я клянусь, я дома так не приготовлю. Вы мне можете в комментариях объяснить, как можно усилить вкус обычного яйца куриного? Вот оно здесь так. И, кстати, это неспроста. Потому что у космонавтов там на орбите немного другое ощущение вкуса. У них рецепторы из-за невесомости гасятся, мозг сходит с ума, поэтому каждое блюдо здесь на Земле кажется перенасыщенным. 10. Отлично. Не останавливаемся ни в коем случае. Следующая вкусняшка – грибы по-старорусски. Запах перловки вместе с шампиньонами и сахаром. Вот такой, сладковатый немного. Выглядит тоже потрясно. Такой белый соус. Вот так готовили грибы наши предки. Погнали. Запах обманчивый, он не сладкий ни хрена. Он даже очень соленый. Если приготовить перловку, добавить огромное количество шампиньонов и все это плотно-плотно залить майонезом, получится то же самое. Класс. Вот европейцы, я все на них там, у них качественные сублиматы, а у нас нет. Вот! Ну почему только для космоса? Почему вот для нас-то не сделать? 7 из 10. Отлично. Ребят, раз уж речь пошла про космический паёк, скажу честно, настоящий выживальщик и на орбиту без ножа не полетит. Тем более без финки НКВД образца 1934 года от кузницы Барк. Это не просто нож, а проверенный временем инструмент. Ручная работа от кузнеца с 30-летним опытом. Настоящее дело чести. Лезвие из 95Х18, закалка до 58-59 единиц по Роквеллу, рукоять из венги. Плотная, крепкая, лежит в руке как влитая. Такой нож выдержит любую нагрузку, разрежет, разрубит, скроет, если надо, даже металлический профиль или монету. У него есть сертификат, что это не холодное оружие, а значит, можно заказывать спокойно. У Барк все по-честному, пожизненная гарантия, настоящая кузнечная работа и внимание к каждой детали. Я рекомендую эту кузницу как старых друзей, с которыми можно идти и в поход, или в космос. Если решитесь, передавайте привет от Солида и получите скидку 10%. Все ссылки в описании, а также загляните к ним в Телеграм и ВКонтакте. Там можно посмотреть больше моделей, пообщаться и задать любые вопросы. А вот они, мои любимые баночки, ребят, я дождался. Сколько раздосолов, даже не знаю, с чего начать. Давайте начнем с самого интересного. Ребят, я официально заявляю, что это самая дорогая тушенка в мире. Да, у меня тоже глаза полезли на лоб, когда это увидел у них на сайте. Выглядит она, в принципе, очень даже хорошо, только отсутствует жир. Нету места ему здесь. В основном тут только мясо. И это молодая телятина. Прям видно, куда ты падаешь, самая дорогая тушенка. Блин, такое очень интересно. Мраморная. Да. Во-первых, очень нравится структурка. Здесь не просто кусман мяса запаяли в банку, а его разделили на маленькие фракции, удобно есть. Понимаете, оно мягонькое. Но по вкусовым данным, господа, это среднестатистическая наша родная тушенка. Не пересолили, это важно. И наверняка есть перчик, да. 10, но очень дорого. Что там, кто звонит? Алло, чего? Чё ты так херню всякую рассказываешь? Где это? Это ты?
Да ладно. Следующая редкость – это омлет с курицей. Выглядит добро следующим образом. Все беленькое, чистенькое, свеженькое. Курица тоже, обратите внимание, прям белое мясо. Вот прям грудка. Я такого вообще ни разу не пробовал, не ел никогда. Ты вообще ущербный в этом плане. Ну где это попробуй-то? Дома, Как это можно соединять? я не знаю. Курица пока приготовится, ты уже яичницу съешь. Как? Поставлю 8, мне понравилось. Ну, наконец-то дорвался до более больших банок. 250 грамм, ребят, это классика. Мясо с фермишелью. Другими словами, макароны по-флотски. Если это все дело размешать, выглядит уже непрезентабельно. Ну уж извините, по-другому я не смог вам показать более аккуратно. Погнали. Вкус скучный. Не соленый, не перченый. Никаких как будто специй не положили. Просто фарш и макароны. Такая сплошная нейтраль. Поэтому 6 из 10. Вот интересный образец. Такана мясо-овощная. Понятия не имею, что такое такана, но выглядит очень заманчиво. По сути, это рагу из овощей вместе с мясом. Причем мясо где-то специально на дне. Вот его доставать не очень удобно. Тебе надо вот это все расковырять. Оно сейчас все поплывет в разные стороны. Это... Ну как? Может быть, откажемся от консервных банок, ребят? Ну, проще отказаться от тебя. Очень много болгарского перца. Ну, прям не то, что ты его ощущаешь, он в тебе. Буквально чувствуешь его всеми телами. Очень привычно и по-домашнему. Ближайший родственник — фаршированный перец. Во. Очень похоже, очень вкусно. Блин, не могу. Вот делаешь остановку, чтобы что-то сказать, и все, и сразу просит: давай еще, куда ты остановился, давай. Тебе, по-моему, так с любым блюдом. Да. 10. Пока американцы едят сухофрукты вместе со своим арахисом, мы едим десерт из яблок. Антоновка. Я даже боюсь это ложкой трогать, потому что оно вот чиркнешь, и оно разваливается. Оно настолько нежное. Ну-ка. Яблоки на жиру. Яблоки на жиру. Причем вот это в космосе, оно никуда не улетит. Оно, видите, вместе тут слиплось. И хорошо. Сахара минимум. Приятная яблочная кислинка. Обожаю. Да, все хорошо, но мало. 10. Ну а это блюдо, ребят, для нашей русской души. Вдумайтесь, брусника, дробленная с сахаром. Где еще вы такое найдете? Гордитесь, что это едят наши космонавты. Правда, такое блюдо далеко не для всех, к сожалению. Погнали. Это деликатес. Надо смаковать. Это первый мизинец. Не самое вкусное, потому что отдает горечью. Очень насыщенный вкус. Большими ложками и партиями ты это не съешь. Но я съел. Ставлю 10. Переходим дальше к вкусняшкам. Сладости, как и полагается, буду пить с кофе и чаем. Пакеты здесь точно такие же, как и на супах, поэтому готовим аналогично. У нас чаепитие вместе с вкусняшками, и все бы ничего и хорошо, если бы не одно но. Вот эти капельницы. Почему ты капаешь, тварь? И вот они найдут, что я не так сделал. А ты не так и сделал. А что я не так Ты сделал? родился. Я вставлю свою трубку сюда вот так и попью чайку нормально. Ну-ка. 750 рублей. Хорошо. Но чаек прям такой родной, плацкартный. Давайте ради приличия попробуем печенюшки. Здесь они представлены аж в 5 разных вариациях. Правда, я не очень понимаю визуально, чем они друг от друга отличаются. Давайте начнем с печенья домашнего. Погнали. Очень много сахара и немного ощущается мяты. Холодком отдает. Дальше печенье с курагой. Выглядит примерно так же, как предыдущие, мало чем отличается, немного светлее, может быть. Погнали. Я не понял, где курага. Смотрите, деду-то с чайком печеньки заходят. Вообще ничем не отличается, никакой кураги здесь нет. Печенье русское. Сразу беру вот такую стопочку и...
Пока что самое вкусное. Прям чувствуется, что очень много масла, сахара и молока. Далее, печенье имбирное. Редкость. Я имбирь-то не очень люблю. Посмотрим. Представьте, сладкое печенье и вот этот имбирь жесткий. Сразу же острит, горчит. И вот его неповторимый привкус. И самые темные красивые печеньки называются «Восток». Ну-ка. А давайте напишем хэштег Витя Дед. Печенье с неизвестным содержимым. Не знаю, что это такое, но очень вкусная десятка. Вот. В принципе, нормально. Но между собой они мало чем отличаются в целом. Так, сейчас я вот... Да я пытаюсь, она вон как... Вот, пробил. Следующая вкусняшка у нас кофе, но уже с сахаром. И с молоком даже. Вот такое капучинко без пены. Ну еще бы, откуда в космосе пена? Ну-ка. Ёлки-палки, они меня отправляют в мое детство. Я перед школой обожал пить бутерброд с кофе, самым дешевым растворимым. При этом туда добавлял даже не сахар, а для сладости сгущенное молоко. Попробуйте, кто не пробовал, вам обязательно понравится эта сладость, неповторимость. Она больше похожа, правда, на какао уже становится, но в этом кайф. Давайте попробуем вместе вот с этой штукой, называется творог. С какими-то ягодками, ну-ка. Щеку укусил. Не раз пробовал. Да. Представьте, вкуснейший советский ягодный сухой кисель, брикетик такой, вместе с молочными оттенками, творожными такими. И все это мягко. Божественно. Не могу. Десятку. Следующая вкусняшечка, конечно же, называется палочка фруктовая из айвы, которая выглядит следующим образом: буквально 50 грамм. Что-то отдаленно напоминает курагу, но, во-первых, не такое сладкое, во-вторых, совершенно другая структура, почти как груша. Десятка. Следующая вкусняшка тоже фруктовая палочка, и называется она из яблок и абрикосов. Выглядит очень заманчиво, мне даже напоминает немножечко сало. Вот как должны выглядеть настоящие фруктовые палочки, а не вот эта перемешанная в фарш непонятной структуры клеевидной массы. Ты сейчас на себя намекал? Есть. Самый главный кайф, что она по вкусу такой. А самое главное, что она теперь со снегом. Желтым. Вот она, натуральная идиллия. Зашибись. Можно тебя предупредить, дедуль? Там это ирис. И что? Аккуратно. А что с ним? Аккуратно с ним. Да, кстати, ирис. Это миндаль. Нет. Ирис. Космический ирис. Ребят, выглядит он очень странно. Видите, да, что произойдет с вашим организмом, если вы его попробуете? Интересно, стоматологи есть в космосе, нет? Уже... Достаточно ему согреться. И это конфетка из детства, да. Молочненько, да. Ну и под конец трапезы у нас осталось только одно блюдо, к сожалению. У нас же больше нет тут калорий. Закончилось все. Вот такие орешки. Называются миндальные, но они тоже необычные. Обратите внимание на размер. Они гигантские, отборные. Прям как у меня во рту. Надо сразу. Тихо. Охренеть. Что это такое? Твоя простата. Ну а сейчас традиционный вердикт. Обзор РП космонавтов уже давно вошел в традицию канала. Мы стараемся каждый год выпускать видео на эту тему и добавляем все новые и новые блюда, чтобы не повторяться. Из хорошего. Я горжусь тем, что у нас самая качественная, самая разнообразная, самая родная и натуральная кухня, которую можно себе только представить в космосе. Американцы на МКС чаще всего едят либо фастфуд, либо аналоги МРЕ. А это даже не близко к тому,
тому, что вы сегодня видели. Еще я горжусь, что Советский Союз смог сделать самый надежный в мире корабль, на котором летают до сих пор. Но было бы еще круче, если бы моя страна запустила бы свои новейшие разработки в космос, если они, конечно, есть. Потому что мир не стоит на месте. По Марсу летает беспилотник, работает марсоход, Луна также осваивается техникой. К Европе спутника Юпитера запустили аппарат. Также недавно был запущен телескоп Джеймс Уэбб. Рядом с Солнцем летает космический аппарат Паркер. Илон Маск на своих ракетах уже запускает к МКС астронавтов, в том числе и наших. Испытывает с завидной частотой новейший Starship. Я напомню, что стабильно летающие Фалконы изначально тоже бились. И я очень хочу, чтобы среди всего этого списка также была и моя страна. Использовать все то, что разработал СССР, очень хорошо, но совершенствовать и достигать новых успехов гораздо лучше. Еще раз, насчет еды вопросов вообще никаких, лучший из лучших. А насчет остального, прости нас, Юра, мы приехали. Ребят, спасибо всем, кто досмотрел этот ролик до конца. Еще раз извиняюсь, что не успел его выпустить на праздник. Если видос вам понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Это важно для алгоритмов YouTube. Любая ваша активность под этим видео продвигает ролик вперед. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Спасибо всем, кто подписывается на Boosty. Там ролики выходят чуть раньше, и они без рекламы. Ссылочка тоже будет в описании. Всем удачки, всем пока!